Всем привет! Я буду снимать необычные для меня и для вас видео. Каждое видео я вам показываю, что я вязала, как я работала, что я придумала, какая идея, а этот раз буду рассказать немного о себе. Я попросила, чтобы мне задавали вопросы, но вопросы мало, я сразу ответила на комментариях, поэтому решила вот такой необычный формат попробовать. Для начала я хочу вас благодарить за то, что у нас уже 3000, вы подписывались на мой канал, смотрите меня. Я очень благодарна и всем спасибо за это. А кто еще не успел подписаться, я попрошу подписаться. Будем дружить, будем вязать, будем учиться вместе. Ну, я думаю, будет все у нас хорошо. Я не хочу утомить и хочу начинать теги читать. Смотрите, эти теги, я вообще знаю, что такое тег. Эти теги я приблизительно не то, что прямо сама придумала, ну, сама корректировала. Что я хотела вам рассказать, то и я написала, как говорится. Если даже какая-то начинающая вязальщица хочет повторять эти теги, я буду очень-очень рада. Но я никому не буду как обязывать, что ли, сказать, что пускай этот человек, потому что мало еще кто мне знает. Ну, я такую ответственность на себя не беру. Если кто-то хочет, пожалуйста. Вот так, что я тут придумала, написала. Как вас зовут? Меня зовут Анаит. Я армянка. Где я живу? Я раньше, после рождения, естественно, жила в Армении. Город Ленинакан раньше было, а сейчас Гюмри. Как вам известно, вот этот злосчастный землетрясение было. Мне тогда было 17 лет, я учила в техникуме. Я 10 классов ходила в армянском школе, потом 4 года учила на инженер-технолога. И после этого, даже не после, во время учебы вышла замуж, там жила еще лет 5 и переехала в Украину. У меня было уже 2 детей, старший и средняя дочка, и переехала в Украину. Я живу уже 25 лет живу в Украине, в Днепропетровске. И очень рада, конечно, скучаю по Армении, но я уже тут привыкла, очень рада. Мои дети ходили в школу здесь, на Украине, все закончили разные учебные заведения. Как вы видите, сколько я тут не живу, как мне нравится, все равно у меня вот этот акцент и неправильно русский язык, поэтому я переживала. Ну, ничего, надеюсь, вы на меня как бы привыкли. Вот. Сколько вам лет? Мне полный 48 лет уже. Ни много, ни мало, как это случилось, я не знаю, уже 48. Кто вы по специальности? По специальности я инженер-технолог, но ни разу не работала, потому что, как вы поняли, я еще учила в первом курсе, уже землетрясение, уже все заводы как бы землетрясение завалило, и я не работала, учебу закончила, конечно, благополучно и хорошо, но не работала. А после этого рожала за 5 лет троих детей, и сами понимаете, я так и не работала. Вот. Ну ничего, зато вязать умею, вяжу дома. Пару слов о вашей семье. Моя семья уже большая, всегда она большая была. У меня 3 девочек, еще 2 уже замуж вышли, у меня 2 внука.
У меня вышли замуж средняя и младшая дочка. У средней дочки один сын, и второй скоро будет. А младшей дочки один сын, а второй тоже скоро, но чуть позже будет. У меня уже почти 4 внука, дай бог. А старшая дочка еще не замужем. Вот моя семья. У меня еще я и муж, и зяти. У меня большая семья, много родственников здесь на Украине. И я рада за это, что у меня большая семья и много родственников. Почему вы выбрали YouTube? YouTube, как бы сначала я YouTube не знала. Когда мы первый компьютер купили, я в Гугле сидела, я смотрю, там вязаные вещи. Мне так интересно было, очень-очень интересно. Потом поняла, что есть YouTube. Мне дочка аккаунт делала, я там сидела, я и вязальщик смотрела, и везде, и все. Я человек любопытный, я люблю учиться, я всегда смотрела как бы. И вот от этого и выбрала YouTube. Что послужило стимул открыть канал? Знаете, что послужило? Потому что я не знаю чего, у меня вообще родственники, знакомые, никто не вяжет, кроме меня. У меня даже мама никогда не вязала и не вяжет, хотя мама в Армении живет. Ну, сам факт, что никто не вяжет. Мне вязала всегда моя бабушка, и я от нее и научилась одним глазом, как говорится. 8 лет я вяжу, конечно, не так вяжу, как сейчас, 8 лет, но я вязала. Ну, раньше как бабушки вязали? Какие-то безрукавки, носочки, правильно такое. Ну, я у нее научилась вязать. Она больше спицами, крючком очень мало. Вот, а крючком я училась вязать. Простая вязка у моей одноклассницы маме. Она вязала тоже одним глазом. Мне так стыдно было, страшно. Раньше дети не такие активные были, чтобы сказать, что тетя Тамара, можно научиться или что. Это мне было очень стыдно. Я просто одним глазом посмотрела, как и попробовала. И вот, чего я открыла канал, мне надо людьми разговаривать, девочками, о вязании. А у меня вокруг все родственники, знакомые, соседи, никто не вяжет. Только у меня одна соседка, врач, она вроде вяжет, ну, очень медленно у меня придет, что-то спрашивает, вроде вяжет, не довяжет, и мне надо было всю эту эмоцию, с кем-то разговаривать, кому-то показать это вязаные вещи. Ну, вы понимаете, у меня вот окружение никто это. Просто спрашивает: "Ты что, это ты вязала?" Я говорю: "Да", и все. В этом все закончилось. И мне поэтому хотелось бы открыть канал, хотя бы с кем-то разговаривать. Поэтому я попрошу побольше комментариев, будем этот обсуждать, разговаривать и так далее. Как часто будете выкладывать новые видео? Вы понимаете, вязать это мой образ жизни уже. Я люблю вязать. Очень-очень люблю. Я вязать, когда я болею, вяжу, когда я занята, вяжу, я когда в костях вяжу. Повсюду и всегда я вяжу. Поэтому видео сами делайте выводы. Буду выкладывать часто, как получится. Не то, что у меня прям хобби, но у меня большая семья, и семью надо вязать, и я все время вяжу. У меня уже навешиваю идея, как больная, ну, как болячка, как говорится. Все время вяжу, не устаю и буду вязать. Не дай бог, чтобы так получилось, чтобы я не вязала. Часто ли
часто ли будете обучаемые мастер-классы выкладывать? Понимаете, мне не жалко часто мастер-классы. Просто мастер-класс тоже сильно ответственно. Только начинаю. Парочку у меня уже есть, но я не знаю, людям это понятно, это хватит ли, не хватит. Мне не жалко, просто мастер-класс тоже очень долго снимать, но я попробую. Если могу хоть одного человека помогать, почему бы нет? Я человек не жадный, просто я не знаю, как все видео подряд снимать. Кто снимает, они понимают, что вот это как бы очень долго будет и трудно. И будет видео долго не выходить. Может, за это. А так, если что, скажите, пожалуйста. Сколько умею рассказать, столько буду рассказать. Вяжете ли вы изделия на заказ? Вы знаете, я в 2000-х годах вязала на заказ плечевые изделия. Знаете, я как вязала, если как бы смешно не выглядело? Я вязала только у нас, окружающие все, как начинали узнать, что я вяжу, тогда в магазинах, наверное, не так сильно так вязаные вещи были, и мода пошла, или дорого было, я не знаю. И мне всегда отдали вот какую-то кофту, какой-то свитер, их именно этот покупной магазин, и говорили на этот размер вяжи. Я вязала, вроде бы они довольные. Тогда у меня девочки маленькие были, я не работала, тоже дома сидела. Я хотела, ну, или зарабатывать, или их не отказать. А потом поняла, что это не очень, это неблагодарное дело плечевое изделие вязать. Я тогда, как я вспоминаю, это вообще я взяла копейки и как бы зарабатывала там очень-очень мало, э, и оно того не стоило, наверное. А потом, как у меня уже, как вы понимаете, у меня внуки, большая семья, это очень модно сейчас, магазинные кофты разные, джемпера, они очень дорогие, не благоприятные пряжа, поэтому я решила для себя, что нет, плечевое изделие вязать не буду, потому что э, ну, цена, качество, время, здоровье не соответствует. Ну, все-таки мои девочки решили Инстаграме открывать Инстаграм, и там я в прошлом году продавала разные носочки, варежки, шапки, такие аксессуары маленькие, которые в размер не навязывает, как бы, и не плечевое изделие за день, за два, за три вяжешь, и если чуть дешевле продашь, оно не жалко, как бы, чтобы как занятие было, хотя бы зарабатывать на те нитки, которые я вяжу для семьи, чисто для этого. А так на заказ нет. Спасибо, больше не буду. Вот, вроде бы 10 вопросов у меня. Не кидайте мне помидорами, я первый раз вот этот текст снимаю, не знаю у меня как получается, вы пишите, если что, будем учиться. У меня еще один тег есть, написала я именно насчет вязания. Если это благополучно у меня получается, вам понравится, я буду и второй снимать. Не знаю, как получится. Вот такие дела. Вот так познакомились. Если еще что-то хотите обо мне знать, что я не догадалась написать, рассказать, или что-то больше хотите, я не знаю, пишите в комментариях, только без фанатизма такой вопрос, чтобы можно было ответить. Вот так, мои дорогие. Если вот такой тег понравился, если кто-то хочет, пускай повторяет, если кто-то не хочет, просто посмотрите. И до новых встреч, скоро будет тоже вязальные видео. Всем пока, до новых встреч!